Dear colleagues, good afternoon, good morning, good evening. Welcome to the Moscow City Government Headquarters for Business Support and Project Office. I would like to start by apologizing to our English-speaking listeners, saying that today's discussion will be in Russian. However, we'll put subtitles, English subtitles, shortly after the webinar. So please go back and listen to the webinar and follow the webinar. Итак, мы переходим на русский язык. Добро пожаловать на площадку Московского правительства, штаба по защите бизнеса и проектного офиса города Москвы. Сегодня у нас в гостях почетный спикер, наш дорогой друг Лоренс Видмар. Лоренс, добрый день. Здравствуйте. Лоренс, вы являетесь директором швейцарского бизнес-клуба. Лоренс один из ведущих экономистов швейцарских, закончил Женевскую академию международных отношений, долгое время работал в швейцарском, напомните, Министерстве экономики, да? Сейчас возглавляет, как я уже сказал, швейцарский бизнес-клуб. И сегодняшняя дискуссия, она первая в череде мероприятий, которые мы запланировали, когда мы будем приглашать ведущих бизнесменов, инвесторов, представителей зарубежных ассоциаций, работающих в России. И особенно приятно, Лоренс, что вы согласились, пришли сегодня к нам в нашу студию. Лоренс, позвольте начать тогда с первого вопроса. Почему Россия? Как вы сюда попали? Хороший вопрос. Добрый день, тоже с моей стороны всем. Добро пожаловать. Я попал сюда еще в 90-е годы. Я здесь учился в 96-97 годах по студенческому обмену. Я тогда выучил русский язык. И теперь я уже в общей сложности где-то 7-8 лет уже прожил в Москве, но разбито на части. Да. У меня хороший разрез, я застал, конечно, 90-е. Я тоже работал здесь в 2000-х годах, где было бурное развитие, бурный рост. И теперь вот на этом посту я работаю 2,5 года, вот приблизительно так. Лоренс, а чем занимается швейцарский бизнес-клуб? Основные направления. Так, ну по-английски называется швейцарский Swiss Business Hub, да, мы это называем. Мы обычно переводим как швейцарский центр содействия бизнесу. Мы поддерживаем компании из Швейцарии, из Лихтенштейна, которые приходят на российский рынок, но мы тоже поддерживаем российские компании, которые хотят основать свой бизнес в Швейцарии. Так что это по двум направлениям мы работаем. Что касается России, здесь различные вопросы. В основном это компании, которые делают первые шаги здесь на российском рынке. В основном это малый и средний бизнес, потому что крупные, как правило, они давно здесь и этот рынок очень хорошо знают. Но мы поддерживаем в основном, скажем так, средний бизнес, который выходит впервые на этот рынок. Для них исследуем рынок, уточняем определенные вопросы, которые у них есть в начале. Затем часто ищем подходящих партнеров для них. И в конце концов мы тоже проводим различные мероприятия, поддержки, павильоны для продвижения и налаживания как-то бизнес-контактов. Лоренс, то, что вы сказали про средний бизнес, на самом деле очень интересно. В эти выходные появилось интервью Сергея Семеновича Собянина, мэра Москвы и председателя нашего штаба, в котором он говорит, что МСП, малый и средний бизнес, стали во многом основой экономического развития Москвы. И даже, вот как вы говорите, крупные компании, 75% из 500 крупнейших мировых компаний уже имеют свои офисы в Москве. Вот я посмотрел перед выходом в студию статистику Центрального банка
И по накопленным инвестициям за 18 начало 19 года, то есть за год примерно, Швейцария вложила 10 миллиардов долларов прямых инвестиций в Москву. Да, это накопленные, да. Мгм. Вот, не могли бы чуть поподробнее рассказать, это откуда эти деньги, во что вкладываются Мгм. наши коллеги? Смотрите, да, действительно, Швейцария входит в десятку важнейших инвесторов в России. Это по Москве, к сожалению, так подробно у нас статистики нет. Но, конечно, они практически все эти компании, они тоже имеют свое присутствие здесь, в Москве. Это результат, с одной стороны, что у нас традиционно, скажем, важная российская диаспора была всегда. Это уже до революции, это уже было. И по сей день это продолжается. И поэтому из этих денег часть, мы не знаем какая, но определенная часть это тоже российские деньги. Но что, наверное, важнее, это что в Швейцарии у многих больших международных корпораций есть штаб-квартира, и это те компании, которые туда, конечно, в российский рынок вкладывают большие деньги, и это сказывается потом в этих цифрах, да, которые вы сейчас процитировали. Угу. А вы не могли бы привести примеры не российских денег, Да, разумеется, конечно, а швейцарских, вот, которые приходят сюда? Если смотреть, да, как-то по отраслям, это фармацевтика, это машиностроение, включая автоматизация, робототехника, это пищевая промышленность, ну, наверное, это наиболее важно. Еще строительные материалы, строительная химия. Это вот если по отраслям. А если брать, ну, конкретно компании, да, я просто могу, может быть, самый крупный назвать. Это АББ, Lafarge-Holcim, это Nestlé, это Swiss Krono, это переработка древесины, продукты, которые потом используются в производстве мебели и в строительстве. А АББ чем занимается первое? Это, смотрите, у них сосредоточено на автоматизации робототехника, и традиционно у них сейчас это меняется немножко фокус. И традиционно, конечно, электрическое машиностроение и электропередача, генерация и так далее. Вот. И эти компании, они в Москве? Ну, это, конечно, большая компания. Ну, потому те, что которые, Nestlé, да, те, которые я назвал, конечно, они все имеют свой офис тоже в Москве, но у них важные вложения тоже в регионах, конечно, тоже. Да, заводы и так далее, как правило, они в регионах. А если говорить о малых компаниях, Лоренс, вот какие вы могли бы назвать примеры именно малых? Ну, смотрите, ну, малые здесь сложнее выбрать, да, я буду кого-то выбрать, и будет обидно, да. Не хочу никого обижать, но, например, такая отрасль, как медицинская техника, тут тоже есть компании, которые частично локализуют свое производство из понятных причин, например. Есть компании, которые работают в области машиностроения, которые тоже постепенно больше локализуют свое производство. И это, как правило, это нишевые игроки, это игроки, которые производят определенные, скажем, деталь, которые нужны в какая-то ключевая технология, которая используется потом в производстве крупного масштаба. Вот так я бы сказал. Это, наверное, наиболее интересные примеры. А сколько всего таких компаний вы вели статистику в Москве, в России? Да, у нас это ведется. Я знаю, что это немножко сложно, да. Наша статистика сейчас показывает где-то 200 компаний, которые активно работают на российском рынке.
Это с уверенностью могу сказать, поскольку у нас есть определенный контакт с ними, поэтому мы про них знаем, мы знаем, что они здесь активно ведут работу. Конечно, другие статистики, они показывают более крупные цифры, до 600, но там я не могу точно как-то сказать и проследить, что там тоже еще включено в этих цифрах. Поэтому мы говорим где-то 200 компаний, которые здесь активно работают. Активно работают. Вы подразумеваете, что у них производственная база здесь или они импортируют? Это не имеется в виду производственная база, но у них есть определенное присутствие здесь. Вот. Ну, то есть это импорт продукции готовой и производство здесь. Понятно. А вот я все-таки немножко буду занудливым. По поводу производства, значит, могли бы тоже дать примеры какие-то коллегам, нашим слушателям производственных компаний, которые сейчас работают в России, в Москве? Ну, смотрите, для Москвы может быть интересный пример. Это компания Бартолец, которая производит системы канатной дороги. Это та компания, которая сделала канатную дорогу из Лужников до Воробьевой горы. И они сами, значит, для их проектов здесь в России, они уже часть производства уже локализовали и планируют это в дальнейшем тоже делать. И им именно интересна канатная дорога как средство для городского транспорта. И здесь будет, по нашим сведениям, в Москве планируются довольно крупные проекты. И у них есть определенные планы, и они хотят в этом играть важную роль. Может быть, вот это хороший пример. Вот прекрасный пример. Такого среднего. А главное, все его видят. Да, и вышел на набережную Москвы-реки, можно прокатиться. Можно. Всем советую, кстати, это прекрасное дело. Да, это очень интересный пример, вдохновляющий. Лоренс, вот на ваш взгляд, чем обусловлен интерес сейчас инвесторов к России, бизнесменов? То есть это размер рынка, это какие-то возможности, которые они для себя видят, возможно, с точки зрения налоговых, потому что вы знаете, что в Российской Федерации и в Москве в частности существуют различные инструменты поддержки инвесторов, бизнесменов, в том числе зарубежных. Смотрите, то, что мы видим действительно определенное оживление интереса. В частности, тоже среднего бизнеса, о котором я говорил, был определенный спад после, скажем, 2014 года, как-то все были немножко в модусе ожидания, хотели понять, что происходит, насколько новая ситуация как-то их касается. И этот период прошел. Сейчас как-то мы немножко вернулись к такому обычному уровню интереса к российскому рынку. Это началось уже где-то, наверное, год или полтора года назад. Я смотрел с 2016 года статистика, в целом тренд на увеличение, если говорить именно про швейцарский бизнес. Совершенно верно, да. Значит, 17-й уже был хороший год, 18-й тоже хороший. Конечно, с пониженной немножко базы, да, как-то, поскольку до этого был значительный упадок. И я думаю, что эти компании, которые сейчас снова интересуются рынком, вы правильно говорите, конечно, это очень сильно зависит от сектора, да, но вы правильно говорите, конечно, размер, это европейский рынок, близкий к нам, большой, с определенным доходом, тоже это интересно. Дальше, что мы видим, есть в России большая потребность обновления или вложения в инфраструктуру, там открываются интересные возможности. Потом третий... Вы имеете в виду, Лоренс, прошу прощения, дорожную инфраструктуру или... Дорожную, железные дороги, другие городского типа инфраструктуры, в том числе, о чем мы только что говорили, да, вот такого типа.
А потом, я бы сказал, интересно тоже, если смотреть, что в определенных отраслях сейчас делаются большие вложения в России, поскольку наращиваются производственные мощности, там требуется тоже оборудование. И, как правило, швейцарский бизнес поставляет такое оборудование, технологии. Например, хорошо работали в последние годы в пищевой промышленности, оборудование да, для пищевой промышленности, в области фармацевтики тоже оборудование, да, оборудование, которое позволяет производить. Но вы его завозите сюда или пытаетесь все-таки здесь Да, сборку осуществлять, или здесь есть определенный производственный база? И то, и другое происходит. И, естественно, это такой постепенный процесс. Здесь принимается во внимание, конечно, сначала это экономическая целесообразность. Безусловно. Это исходная точка, а потом бывают определенные льготы или разные степени доступа к разным тендерам. Это тоже, естественно, играет роль, и вот в зависимости от этих факторов потом принимается решение на какую глубину как-то локализовать производство. Но в целом, по вашему ощущению, есть тренд именно на локализацию? Или пока что швейцарские компании с некоторым опасением смотрят и пытаются сначала протестировать рынок, экспортируя, проверяя спрос? Или все-таки мы можем ожидать, что кто-то из наших швейцарских друзей будет локализировать бизнес здесь? Я думаю, этот тренд, он безусловно есть, поскольку есть столько усилий, да, со стороны российских властей, поэтому это, естественно, это касается всех, в том числе и швейцарских компаний. Но, конечно, крупные швейцарские компании, они всегда были локализованы, да, это понятно, да. Я бы сказал, то, что вы говорите, это имеет про постепенность, да, это, наверное, имеет место быть. Я считаю, что было бы ошибочно слишком, я бы сказал, слишком упорно только смотреть на локализацию и не смотреть более широко, потому что тот, который здесь сначала что-то продает, он знакомится с рынком, он набирает партнеров, он потом наращивает определенную критическую массу, и из этого потом получаются интересные проекты по локализации. Обратное, но особенно если мы говорим о среднем бизнесе, изначально с нуля сразу делать какие-то вложения маловероятно. Поэтому, мне кажется, это действительно этот постепенный подход, мне кажется, он правильный, да, о котором вы говорите. Это естественно, и даже, я думаю, что даже компания, которая технологическая, которая интересуется рынком, она все равно что-то сюда приносит. Даже если в первый момент она ввозит готовый продукт, все равно это определенная конкуренция, это затем копируется, ну не копируется в смысле в нарушении каких-то прав, просто как-то вдохновляет местных производителей. Все знают, да, что защищенный рынок, он медленно развивается, неужели рынок, который находится в конкуренции и за счет вот этих внешних толчков быстрее и более технологично развивается. Поэтому я считаю, что да, это не следует недооценить, да, вот этот вклад вот этих компаний тоже. Лоренс, я восхищаюсь вашим русским языком, я думаю, как и все наши слушатели. Спасибо. Не мог не отметить, просто сижу, слушаю, большое удовольствие. Спасибо. Я напоминаю, коллеги, что Лоренс, он швейцарец, да, то есть, и при этом блестящий уровень владения русским языком. Спасибо. Лоренс, такой вопрос. Значит, ну, про локализацию мы поговорили, вы упомянули про партнеров. Да.
вопрос такой, может быть, немножко в культурной плоскости, в экономической плоскости, может быть, где-то даже в политической плоскости. Вы, поскольку говорите по-русски хорошо, я думаю, вы на него сможете нам ответить. В чем разница в поиске партнеров здесь, в России, и, допустим, на других европейских рынках? То есть чувствуется ли какая-то разница именно вот культурного уровня, да, в построении диалога, в поиске партнера, видение задач, обсуждение целей? Существуют ли какие-то проблемы или наоборот в России получается сделать намного проще? Как? Смотрите, во-первых, я бы сказал, что за последние 10 или 20 лет здесь в России произошло огромное развитие. В том смысле, что произошла профессионализация всех сфер практически, да, как-то. Поэтому, в принципе, этот процесс поиска партнера стал чуть проще, потому что люди как-то профессиональные, они, в принципе, говорят на одном языке, они находятся где-то на одном уровне. Тем не менее, я бы сказал, языковой, например, барьер, он все равно еще играет определенную роль. Сейчас, я бы сказал, находится на уровне, скажем, средних менеджеров в компаниях уже новое поколение россиян, которые обычно знают как минимум английский язык. Вот там это происходит достаточно без проблем. Но в конечном итоге потом тоже требуется как-то одобрение где-то сверху. И, как правило, там вот этот языковой барьер, он еще существует. Вот это, наверное, можно сказать. Теперь к вашему вопросу. Чем отличается? Наверное, есть определенные, скажем, процессы, например, если мы говорим об импорте или определенные процессы при создании совместной компании, как-то что-то построить, подключить и так далее. Здесь, конечно, требуется партнер, который хорошо в этом разбирается. И здесь не следует как-то просто на слово поверить, но нужно, чтобы у потенциального партнера был очень надежный опыт, да. Видно, что они имеют опыт и умеют вот все это делать. Допустим, если пойти из Швейцарии, допустим, в Германию, это, наверное, менее сложно, потому что там мы очень хорошо представляем, как это все делается, и, наверное, с этим проще будет. Я бы сказал так. То есть вопрос про проверку качества партнера, да, деловой репутации партнера, некий такой due diligence, назовем это относительно. Да? Конечно, это везде имеет место быть, но я бы сказал, здесь это особенно важно. И особенно важно, чтобы мы хотим видеть, чтобы вернее компания, да, чтобы компания как-то в прошлом занимался именно вот похожими делами и успешно их протолкнул и проделал, да, вот это то, что мы ищем, такой track record, да, как мы говорим. Уранс, а как вы решаете эту проблему? Очень просто, мы ездим, разговариваем, смотрим, что они делают, без этого никак. Ну, то есть вы сами, по сути, являясь представителем швейцарского бизнеса, по запросу того или иного инвестора, едете, встречаетесь с потенциальным контрагентом, пытаетесь понять, наладить контакт. Да. Ну, вы говорите инвестора, в первую очередь в нашем случае это экспортеры, да, в начальной стадии, но бывают и тоже услуги, которые потенциальным инвесторам предоставляем. Совершенно верно. Да. Лоренс, в данной связи хочу сказать, поскольку дискуссия сюда зашла, существует такое государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы», у которого есть различные сервисы для бизнеса. И один из этих сервисов заключается в проверке партнеров. То есть вы получаете информацию о компании,
о ее учредителях, получаете информацию об обороте, о наличии отсутствия судимости и других различных аспектах. Да, То есть, да. на мой взгляд, такой сервис мог бы в том числе упростить работу и вам Да, в дальнейшем. да, безусловно. С Во удовольствием всяком случае. посмотрим, да, с удовольствием Во всяком посмотрим. случае, в случае Москвы. Причем этот сервис абсолютно открытый, то есть им пользуются различные организации. Вот, поэтому также приглашаем вас им Да, воспользоваться, да. когда вернетесь к себе. Лоренс, очень интересно, вот давайте проговорим про будущее. Про будущее. Вы уже сказали, значит, стройка, дороги, наиболее перспективные сектора, да? FMCG, наверное, да? Потенциально. Фармацевтика. Вы как оцениваете, какие сектора экономики Москвы наиболее интересны сейчас для швейцарского бизнеса? Здесь, и почему? Да, здесь ответ, наверное, довольно простой. Мы же, нашей компании, мы должны отталкиваться от того, что мы умеем делать. Поэтому, как ни крутите, это по-любому, это будут те сектора, в которых мы сильны. То есть те, которые я уже назвал, да, это скорее всего и там и будет в дальнейшем новые проекты, да. Это фармацевтика, это машиностроение, это пищевая промышленность и так далее. Вот. Так что, да, ответ такой короткий, но я думаю, что, конечно, есть исключения из этого, но в общем вот там и будет найти дальнейший рост. Исключения этого, что имеете в виду? Какие исключения? В смысле, ну, это те сильные сектора, которые я говорил, да, ну, конечно, бывает, может быть, какая-то компания, которая чем-то совершенно другим занимается, но, как правило, это вот те сектора. Все в рамках закона. Совершенно верно. Лоренс, поскольку мы сейчас находимся на площадке штаба по защите бизнеса, не могу не задать вопрос по поводу тех проблем, с которыми сталкивается российский бизнес здесь, в России. Я сейчас, наверное, говорю уже не про культурные какие-то аспекты, потому что с культурой мы справились, и тут все хорошо. То есть пути диалога, и они развиваются, и это замечательно. Вопрос, наверное, с юридической стороны, вопросов каких-то законодательства, государственно-частного партнерства, возможно. Смотрите, я перед тем, чтобы сюда прийти, я еще рассмотрел немножко те случаи, о которых мы знаем, где были определенные проблемы за последние год или 2 года. И там есть, в принципе, 2 категории. Если говорить о проблемах, которые, ну, вы как структура, на которые вы могли бы в той или иной форме влиять. Первое, это, я бы сказал, это защита прав. Это права собственности, в том числе интеллектуальной собственности, защита данных, вот такого типа, вот такой есть такой, скажем, комплекс вот таких проблем. Это, наверное, стоит на первом месте. Второе место занимает, скажем, иногда, я бы сказал, недостаточно стабильные правовые рамки. Это может касаться, допустим, налоги, таможни, определенные требования, допустим, как-то мы говорим о локализации, где порой, ну, смотрите, что вредит бизнесу прежде всего? Да. Это отсутствие возможности планировать. Потому что бизнес всегда играет, в частности, горизонты планирования. Горизонты. Да, совершенно верно. В 2-3 частности, года. швейцарский бизнес любит играть в долгую. И, в принципе, я считаю, что это хорошо, и это всем от этого хорошо. Но если есть слишком резкие, слишком непредсказуемые изменения в рамках, в которых это все, в правовых рамках, в которых это все происходит,
это, конечно, не есть хорошо. Я бы сказал, вот эти два комплекса вопросов, это наиболее важные, если говорить о бизнес-климате, и именно в этом порядке, я бы сказал. Причем в долгую, Лоренс, это не 2-3 года, да, там, Да. условно говоря, как бюджетный процесс, Да, а 10, 15 и даже 20 лет, да? Да, да. В долгую, по-швейцарски. Есть швейцарские компании, которые здесь уже работали до революции. И в Советском Союзе продолжали сотрудничать, и по сей день, поэтому... До сих пор. Да, поэтому так, что... И все пережили. И все, да, совершенно Нам надо верно. будет их сюда пригласить, я думаю, тоже, значит, познакомиться. О ком идет речь? Это что за компания? Я говорю о наших гигантах. Нет, здесь интереснее вот что. Я бы сказал, смотрите, после 2014 года, смотрите, например, наш экспорт, просто как один показатель, он упал где-то на треть. То же самое с инвестициями произошло. Но в это время, вот 14, 15, 16 год, как-то действительно было трудно, практически никто не уходил с рынка. Ну, если смотреть, швейцарские компании, они все, у них есть богатый опыт, они понимают, что это временно, что это проходит, и вот это то, что мне кажется важно иметь в виду, что они знают, что в той или иной форме это пройдет, и они будут продолжать работать. Побольше бы оптимистов таких. Да, но или реалист. Я думаю, что это Это хорошо, когда это сопряжено реализм и оптимизм. Да, мне кажется, просто какие-то резкие телодвижения, это никому не выгодно, потому что в определенный момент рынок снова начинает расти, и так-то нужно быть готовым. И может быть, вот те годы, они были как раз годы, где можно было как-то немножко реструктурировать себя, как-то и готовиться к новому подъему. Вот, я бы сказал так. Безусловно, абсолютно с вами согласен. Экономические мосты, они одни из наиболее надежных. Совершенно Помимо культурных, да. интеллектуальных, Да. Экономика, она связывала наши страны, и не только наши, все страны связывает Да, совершенно такими верно. тесными узами. Лоренс, на ваш взгляд, вот вы действительно проблемы устойчивости, проблемы предсказуемости, потому что они важны. Ну, вот, я не говорю сейчас про курс рубля, да, но я так понимаю, что у вас все-таки речь шла не про валютные курсы, а у вас речь шла именно про законодательное. Совершенно верно, конечно. Это то, о чем говорит регулярно экономический блок правительства России. Да. И, в принципе, то, что мы пытаемся реализовывать на всех уровнях и реализуем, действительно, мы также понимаем, что это важная, существенная задача создания предсказуемых, если угодно, правил игры. Наверное, так правильно всего это было бы охарактеризовать. Да. Лоренс, тут понятно, применительно к Москве, именно к Москве, есть какие-то пожелания, вот, может быть, пожелания нам как штабу, того, что мы могли бы сделать? Понятно, что Москва, да, она очень динамично развивается. Это 800 тысяч, более 800 тысяч уже компаний, которые ведут свою деятельность, зарегистрированы в Москве. Но тем не менее, для привлечения иностранцев сюда, возможно, через Москву в другие регионы России, что-то мы можем предложить, что-то сделать? Да. Ну, смотрите. Что было еще лучше. Да. Москва, несомненно, очень привлекательна, и хорошо, что вы тоже ведете вот такой диалог. Я имею в виду, вы как штаб, что вы заинтересованы в тем, чтобы получить определенную обратную связь. И мы с удовольствием в этом участвуем, и это очень хорошо, это важный шаг. Потому что если говорить о тех проблемах, которые я немножко смело озвучил, наверное, единственное решение это чтобы состоялся определенный диалог, и мы действительно с удовольствием в нем участвуем. Теперь, если говорить о Москве, Москва,
Я как-то по моему опыту, то, что я вижу, конечно, там есть два фактора, которые интересны и которые можно, на которые, скажем, упирается привлекательность Москвы. Это мозги и доступ к рынкам. То есть мозги, наличие огромного количества квалифицированного, высоко квалифицированного персонала. И второе, это непосредственный близкий доступ к конечному потребителю или к конечной как-то потребности. Вот это, наверное, эти два фактора, которые, на мой взгляд, для Москвы наиболее важны. И за счет этого Москва и есть привлекательна, и в будущем и будет привлекательна. Спасибо большое, Лоренс, за добрые слова. Вот следующий мой вопрос. Мы говорили про проблемы, да, я вас пытался каждый раз на проблемы вывести. Я продолжу, значит, вас мучить в этом направлении, с вашего позволения, поскольку мы штаб по защите бизнеса. Вы знаете, что к нам можно прийти в штаб, оставить обращение, обратиться с каким-то заявлением, сообщить о своих проблемах ведения бизнеса. То есть это абсолютно рабочий инструмент. Это хорошо, если обратились, а если не обратились. Меня интересует тот бизнес, возможно, вы его знаете, швейцарский, который планировал выйти сюда и не вышел. И мы его даже не увидели, не узнали и не услышали. Скажите, на вашей практике есть такие компании? Вы знаете такие примеры? Хороший вопрос. Мне ничего в голову не приходит, если честно. Но проблема в том, что как раз о них-то вы не узнаете, да, как правило. Конечно. А это на самом деле потенциал, то есть это возможность для дальнейших совместных проектов. А если мы этих людей не видим, по каким-то причинам они не приходят на московский рынок или на российский рынок, то, безусловно, это потери для двусторонних экономических отношений. Да, совершенно верно. Если честно, мне вот так мне ничего не приходит в голову, как-то в этом смысле нет. Вот, Лоренс, тогда вас приглашаю подумать вот тоже над этим направлением. И, в принципе, приглашаю вас, ваших коллег и действующий бизнес, и не только действующий, но и потенциальный швейцарский бизнес обращаться в наш штаб. Так же, как и всех наших слушателей, кто является предпринимателями, индивидуальными предпринимателями. Обязательно приходите со своими вопросами, проблемами. Мы их все обязательно рассмотрим. Лоренс, большое вам спасибо. Наверное, мы это будем завершать постепенно. Наше интервью, нашу беседу, наш вебинар. Расскажите о ваших, вот какие ваши основные пожелания штабу? Есть какие-то пожелания? Вы же ведь не знали про существование штаба или знали? Ну, если честно, я просто... Честно. Да, я знал, но никогда, в принципе, не сталкивался, как-то не пользовался услугами. И не могу сказать, насколько наши компании пользуются. Может, вы об этом знаете. Но если это происходит, то это происходит без нашего ведома. Пожелание это очень простое. Я хочу продолжить диалог, чтобы как-то были вот эти контакты. И я думаю, что вы это хорошо делаете. И вот мое пожелание, потому что проекты, они будут. Это я точно могу сказать, что будут проекты, и наверняка тоже будут проблемы, и мы хотим вместе работать над этими проектами, и если потребуется, совместно как-то решить эти проблемы. Так что вот мое пожелание, и спасибо вам за открытость и за этот диалог. Спасибо вам большое, Лоренс. Что-нибудь хотите сказать швейцарскому бизнесу? Вот мы потом переведем нашу дискуссию. Да. Но тоже просто хотел сказать, да, для тех, кто еще не знал, что существует штаб по защите бизнеса при правительстве города Москвы, он есть, он работает, там есть компетентные люди, и им можно пользоваться.
И мы надеемся, что он вам не понадобится, потому что все в вашем бизнесе будет хорошо. Еще лучше, да. И еще лучше, да. Еще Лоренс, большое вам спасибо Ага, за вам спасибо, беседу, Сергей. за ваше Спасибо время. большое вам. Будем продолжать сотрудничество. С удовольствием. Да, спасибо вам, дорогие слушатели. Мы будем продолжать серию наших вебинаров. И о следующих вебинарах сообщим дополнительно. Всего доброго. Спасибо. Спасибо, Лоренс.